Если исследовать различные культуры Земли, то везде мы находим следы магической традиции. При этом в разных культурах говорится о том, что наиболее сильные маги существовали в прошлом. То есть пик магической традиции находится в глубоком прошлом, и относительно этого максимума далее происходит не развитие, а вырождение. Это очень странно, если рассматривать магию как науку и технологию. Казалось бы, что со временем она должна развиваться, и в наше время должны были бы существовать более сильные маги, чем в прошлые времена. В магии, помимо книг, содержащих технологии развития у человека магических способностей, например, книг по йоге или буддийским практикам, существуют тексты, описывающие историю развития древних цивилизаций. К ним можно отнести довольно известные книги Блаватской и Ледбетера. Но эти книги вторичны. Они базируются на более древних текстах, недоступных для массового читателя. Такие тексты, описывающие древнейшую историю Земли, называются преданием. Передаваемая информация. Такая информация, полученная из разных источников, связанных с различными культурами, говорит о существовании в прошлом развитых цивилизаций, погибших при различных обстоятельствах. Если рассмотреть эту версию, то исследование прошлых воплощений человека может дать доступ к знаниям, связанным с более продвинутой наукой и более продвинутыми технологиями, чем существующие. Кроме того, у исследователей прошлых цивилизаций возникает предположение о неизбежной гибели существующей цивилизации. В магии существует представление о развитии цивилизаций, так называемая модель школа. Земля в этой модели ассоциируется со школой, в которой сознание проходит обучение на протяжении цепочки воплощений. Этапы развития цивилизации аналогичны программе обучения в школе. Так, школьники переходят каждый год на следующий уровень обучения. Этапы технологического развития цивилизации соответствуют разным классам, уровням обучения. Технологический уровень цивилизации можно оценить на основании используемых источников энергии. Дрова, уголь, нефть, бензин, солнечная энергия, ядерная энергия и так далее. Каждый из технологических уровней представляет собой определенный этап обучения. Можно себе представить, что по завершении обучения ученики покидают школу. То есть гибель цивилизации можно рассмотреть как выпуск школьников, закончивших обучение. Конец света и страшный суд могут описывать просто выпускной экзамен в этой школе. Переход на следующий уровень Земли, магия 4.4, может представлять собой последний уровень обучения на Земле, после которого происходит переход на уровень 4.5 под названием «Странники», при котором адепты уходят с Земли. В некоторых учебных заведениях существуют весьма странные традиции, связанные с выпуском очередного поколения студентов. Например, есть описание традиции выпуска гардемаринов в морском училище. На одном из этажей училища находилась модель корвета «Наварин». В ночь выпуска курсанты включали гидрант и затопляли зал таким образом, что модель отправлялась в плавание. Можно себе представить потоп на всех этажах училища. Что если рассказы о всемирном потопе и Новом ковчеге повествуют о выпуске очередного класса учеников? Можно себе представить какие-то бурные празднества по случаю окончания обучения в школе Земли, после которых пришедшие на учебу первоклассники обнаруживают развалины. Раскопки археологов показывают, что помимо людей в современном понимании на Земле ранее обитали другие разумные расы. Можно предположить, что каждый набор первоклассников отличается от предыдущих выпускников. То есть обучение проходит целая раса. В итоге, закончив обучение, большая часть учеников переходит в Магонию и покидает Землю. Но некоторая часть учеников не успевает закончить обучение и остается в следующей фазе. Поэтому у человечества существуют легенды о других разумных существах. Например, о карликах, гномах, великанах, ракшасах, кентаврах, нагах, разумных змеях, драконах и многих других. Естественно, что эти второгодники обладают большей силой, чем первоклассники, и начинают доминировать на Земле. Обладая большей магической силой, они становятся богами. Отсюда культы нечеловеческих богов. Некоторые из таких древних зверушек были людоедами, поэтому в этих культах присутствовали человеческие жертвоприношения. Оставшиеся от предыдущих циклов боги способствовали созданию новой цивилизации. Вместе с тем постепенно появились боги-люди. Новые боги начали бороться с древними нечеловеческими существами, отсюда противоборство между новыми и старыми богами. Старые или древние боги – это существа, принадлежащие к другим расам. Сам культ высших существ появился в начале фазы первоклассников или формирования новой цивилизации. Суть культа состоит в том, что есть некое божество, почитаемое людьми. С этим божеством связана система храмов, являющихся коллекторами энергии.
Прихожане этих храмов, доноры энергии, участвуют в ритуалах, предназначенных для генерации ВЧ-энергии, нужной божеству. В свою очередь, божество оказывает покровительство тем, кто ему поклоняется. В итоге возникли территории, находящиеся под покровительством разных богов. При этом боги, принадлежащие к разным расам, относились друг к другу достаточно агрессивно. Каждое божество стремится захватить большую территорию и по возможности перетащить к себе поклонников другого бога. Отсюда войны между племенами. Причина их находится на другом уровне, так как связана с магами уровня 4-3. На этом уровне маг находится в состоянии самадхи, то есть его физическое тело законсервировано и лежит в специальной капсуле или в пещере. Как правило, такая капсула находится в подземелье под храмом. Примером такого места является Осирион, который считается могилой бога Осириса. Хотя если Осирис – бог, то он должен быть бессмертен и умереть не может. Но если исходить из того, что боги – это маги уровня 4-3 в состоянии самадхи, то естественно, что где-то должно находиться физическое тело такого бога, и логично, что оно спрятано под одним из его храмов. Кроме того, понятно, что маги самадхи в итоге должны перейти в тело света и уйти в магонию, поэтому понятно, почему находят пустые саркофаги. Получается, все храмы можно разделить на связанные с ушедшими богами и связанные с богами, которые все еще присутствуют в этом мире. Культы присутствующих богов рассматривают как силы играющие, то есть формирующие события нашего мира. Можно провести аналогию между игрой в шахматы и событиями в мире. Однако, если в шахматах присутствует только 2 игрока, то в нашем мире играющих сил довольно много. Тем не менее, всех игроков можно разделить на 2 лагеря – белых и черных. Здесь надо сказать о противостоянии 4 искусственных рас – белые и коренных рас Земли – черные. Таким образом, шахматы отображают реальность, существовавшую до гибели Атлантиды. Впоследствии это состояние сменилось противостоянием между асурами и ванами. При этом ваны генетически запрограммированы йотунами йоту на борьбу с асурами, а асуры были созданы до ванов и такой программы не имеют. Но разделение на светлых и темных, присутствующее в шахматах, в нашем мире сохраняется. На шахматной доске мы видим разделение территории, на которой происходит игра на белые и черные клетки. Белая фигура на белой клетке как бы своя. Она имеет поддержку, как и черная фигура на черной клетке. Тем самым создатели игры в шахматы сообщают нам о том, что территория разделена на зоны, имеющие сродство с той или иной партией, белых или черных. Все эгрегоры богов имеют территориальное закрепление через систему храмов. Боги интегрируются в группы по расам и формируют пантеоны. В итоге территории оказываются закрепленными за тем или иным пантеоном. Можно представить, что пантеон, господствовавший на конкретной территории, осуществил переход в магонию. Ослабление власти живых богов может привести к появлению веры в единого бога, что будет являться проявлением планетарного сознания. Сторонники единого начинают разрушать опустевшие храмы и сжигать тексты, связанные со старой культурой. То есть между планетарным сознанием и сознанием обычного человека находится сознание живых богов. В период перехода магов уровня 4-3 в магонию возникает прямая проекция планетарного сознания. Религия единого бога появляется периодически. В разные времена эта религия, относящаяся к категории монотеистических религий, имеет различные символы. Иногда эта религия связывается с Солнцем, иногда с Землей, иногда с космосом. Каждый раз появление такой религии связано с уходом живых богов, магов уровня 4-3. Пока эти существа присутствуют в мире, их власть имеет такую силу, что религия единого бога не доходит до простых смертных. Канал связи с планетой удерживают маги уровня 4-3. Обычные люди не имеют канала связи с планетарным сознанием, потому что между ними и планетарными энергиями находятся маги уровня 4-3. Период формирования нового поколения живых богов называется «Новый воздух». В период существования Атлантиды не было никаких культов. Энергетика планеты и эволюция личности были предметом изучения. Не было никаких религий. Маги были продуктом искусственной эволюции и частью технологии. Все граждане этой цивилизации стремились к развитию своих духовных способностей и занимались самосовершенствованием. После гибели цивилизации атлантов маги Атлантиды сохранили память и стали создавать империи. Кроме этого, они стали создавать себе помощников, обучали магии учеников. Так возникли школы магии. Постепенно маги Атлантиды эволюционировали и дошли до уровня 4-3. Именно в это время возникли культы людей и богов как способ собрать энергию, необходимую им для перехода в магонию.
До этого существовали культы зверобогов, как пережиток периода господства на Земле нечеловеческих рас. В период существования технологических цивилизаций эти культы были вытеснены на периферию и находились в полуподпольном состоянии. Однако после гибели цивилизации ванов около 25 тысяч лет назад и наступления периода варваров эти культы возродились и распространились. Поэтому культы людей-богов вынуждены были отвоевывать территорию у предшествующих культов. Каждый раз такие войны сопровождались разрушением храмов, уничтожением жрецов и затиранием информации о предшествующих культах. Причиной разрушения древних храмов можно считать использование одних и тех же мест силы для создания культовых комплексов. Каждая территория имеет ключевые точки, позволяющие управлять протекающими на ней процессами. Сюда можно отнести климатические и демографические факторы, а также рост урожая и экономическую активность. Как правило, храмы строят в доминирующих точках. Поэтому просьба о здоровье, благополучии или успехе в бизнесе, произнесенная в храме и обращенная к конкретному божеству, имеет силу больше, чем такая же просьба, произнесенная в другом месте. Из-за этих свойств ключевых точек культа богов, даже принадлежащих к одному пантеону, конкурируют в борьбе за территорию и стремятся захватить на ней доминирующие точки. Если размер зоны ключевой точки значительный, там удается разместить сразу несколько храмов. В качестве примера можно привести местечко в Израиле под названием Баниас, посвященное богу Пану и стихии жизни, на территории которого построены храмы разных богов античного пантеона. Среди храмов находится и большая пещера, посвященная богу Пану. Отсюда происходит и название этого места. По одной из версий, название Паниас со временем превратилось в Баниас. Весь комплекс – это большой природный заповедник с ручьями, рекой и водопадом. Вся территория связана со стихией жизни. Поэтому в данной местности доминирует культ бога Пана, покровителя всего живого. Впоследствии с распространением христианства история с разрушением старых храмов повторилась. И те же ключевые точки использовались христианами. В новом цикле первой монотеистической религии был иудаизм. Следующая за ним религия христианства превращала синагоги в церкви, а идущий за христианством ислам превращал церкви в мечети. В период крестовых походов в Палестине и реконкисты в Испании мечети снова превращали в христианские храмы.